ищем детям школу. Ну и рассматриваем частную школу. Вот приехали. Частная школа. Я не знаю, открыто, закрыто. Сейчас посмотрим. Дети рвутся в бой в школу, потому что если все будет окей, то они смогут играть понемножку, возможно, на компьютере. А до тех пор, пока этого нет, то мы как бы не разрешаем компьютеры, телефоны. И тогда у него будет второй канал. Да. Тогда будет канал по... Один канал Кирилл хочет делать по готовке, кулинария, а другой канал по играм играть. Да, короче, все закрыто, ничего, ни с кем не поговорили. У нас сегодня 6 февраля, соответственно, я не понимаю, это каникулы, это летние каникулы, в общем, как-то так. Жду сына с плавания, и есть немножко времени, давайте пообщаемся. Чешется нос и все такое. Хотел поговорить про заработки, про доходы онлайн. У меня был небольшой опыт, как я зарабатывал деньги онлайн. Это, значит, я сделал сайт, рекламу на услуги телемастеров, мастеров по ремонту холодильников, стиральных машинок, и давал им заявки людям с разных городов. И они мне присылали процент от выполненных работ. Вот. И в зависимости от того, получалось ли у нас это все делать в прибыль, ну, я как бы там где-то зарабатывал, где-то нет. Вот. И так получилось, что я научился делать контекстную рекламу Google. И, значит, собственно, были такие связки, где я лил в прибыль, нормально получалось. То есть мы там занимались телевизорами, там настройкой Smart TV. И у нас хорошо получалось работать. Я думаю, что во всех больших городах я и ребята, да, с кем я сотрудничал, мы были, и особенно было интересно и прикольно работать в больших городах. Вот, это я говорю про Украину. Вот, я из Украины, из Херсона. Вот, и... Кстати, Одесса не получалось никогда нормально работать. У меня был всего лишь навсего один, он и есть, Дима, привет тебе, нормальный мастер из Одессы, вот, и больше ни с кем не получалось нормально сотрудничать, да, и как-то с заявками там по телевизорам не сильно получалось. Хотя, казалось бы, такой большой город и такие возможности. Ну, да ладно. Это единственный мой способ, как я вот в своей жизни зарабатывал когда-то деньги онлайн. То есть такая посредническая услуга. И я этим занимался 7 лет. И, собственно, я из этого мечтал сделать стартап большой по типу Thumbtack в Америке, Yelp. Если говорить про Украину, то это Кабанчик. В России я не знаю, как назвались подобные вещи. То есть
такое приложение, где ты можешь вызвать мастера, муж на час, электрик, сантехник, я не знаю, массаж домой, там все что угодно. Вот. Ну, естественно, думал начать с чего-то простого и то есть с нескольких каких-то услуг, не все сразу, да, а с чего-то простого. В общем, в итоге никогда не решался сделать такой проект, такой стартап, потому что, ну, как бы всем известно, да, сколько стоит разработка, и до последнего времени, до недавнего времени она так, в принципе, и стоила. Вот. И друзья, знакомые, кто немножко был как бы ближе к этой теме, к разработке, да, там, к айтишке, всегда как бы приземляли на землю в том смысле, что, блин, ну это стоит там кучу денег. Вот, это разработка. Сири, поставь таймер на 35 минут. Вот, в общем, всегда друзья как бы меня немножко опускали на землю в этом смысле. И, ну, о каких 100 тысячах может быть идти речь, 100 тысяч долларов, да, за разработку, если надо одеть эту штуку, потому что ветер сегодня. Секунду. Дохлая кошка или кто там? Дохлая собака. Да, это и был единственный способ, как я зарабатывал нормально, ну, то есть вообще хоть что-то зарабатывал, потому что всякие там были онлайн-магазины, и интернет-магазины, Prom.ua, какие-то там конструкторы интернет-магазинов, ну, то все такое было, как бы попытки. Никаких денег там я никогда не зарабатывал, за исключением того, что я начинал что-то там, какие-то запускал какие-то интернет-магазины и потом их продавал. И так у меня тоже получилось пару раз, то есть это там несколько тысяч долларов заработал. Потом вот эти вот все сайты, рекламные кампании, которые, да, мастера, мое партнерство и мои взаимодействия, я это тоже умудрился продать несколько раз. Вот, деньги были там чуть побольше, чем несколько тысяч долларов, но это тоже были не сильно большие деньги. Вот. Да, кстати, по поводу разработки вот этого стартапа, я помню, что один раз все-таки я думаю, я вот не буду я слушать там никого и возьму все-таки и сделаю этот стартап, и что мне для этого нужно. И я как бы задался целью все-таки найти кого-то, кто меня проинвестирует на MVP-шку, там, на первый какой-то минимальный жизнеспособный продукт. Вот, и я уже не помню, как я искал, но как бы я связался, какой-то, точнее, человек на меня вышел, и, в принципе, он был готов инвестировать в это 20 тысяч долларов. Я уже не помню, на каких условиях, на создание, да, вот такого минимального продукта. И я уже не помню, что. Ну, там какие-то он выставил требования со своей стороны, да, то есть. И все равно было непонятно. Ну, 20 тысяч долларов сильно не разгонишься, да, на эти деньги. И было не совсем понятно, что именно можно сделать за 20 тысяч долларов, чтобы как-то вырасти, да, чтобы превратиться из ничего, получилась, ну, какая-то такая продуктик уже, чтобы получился такой продуктик, который, где люди сами, да, будут заходить, ну, как сами, я имею в виду, где будет полный цикл, где люди смогут регистрироваться как исполнители, и также клиенты будут заходить и оставлять свои заказы на выполнение каких-то работ. Вот. И я не понимал, ну, хватит этих денег, не хватит. Я там насмотрелся всяких разных обучаторов в интернете, как создать большую компанию, там, Аяз и другие. И, ну, опять же, я ничего не имею против всех, кто обучает. Я к тому, что
я не имел достаточно опыта и знаний, чтобы говорить с людьми на эти темы. Как привлекать, сколько, на каких условиях, как это все оформлять. Я этого не понимал и до сих пор не понимаю. И знаю только одно, что на сегодняшний день с появлением вайб-кодинга и вот этой всей истории бума с искусственным интеллектом, по-любому все это стоит сделать намного легче. Я не то, что сейчас появилась возможность делать этот проект там так, ну, с мастерами, да, по ремонту техники на Латинскую Америку или на любую другую страну, кроме, наверное, США, ну и тех стран, где уже сформированный рынок и слишком дорого заходить. Я про то, что это как один из вариантов. Проект «Мастера» на Латинскую Америку может быть, вот, но нужны здесь и сейчас деньги, короткие. То есть я не могу сидеть пилить какой-то продукт и долгое время, и у нас как бы деньги заканчиваются, то есть у нас, ну, реально на месяц-полтора осталось денег. Вот, я нашел, я уже говорил, нашел одну компанию, которая продает обучающие курсы для айтишников, для будущих айтишников. Компания из Калифорнии работает на рынок как бы США, но для русскоязычных людей. То есть все курсы на русском. Вот, я сейчас там обзваниваю, так скажем, теплую базу и учусь, как что продавать, но у меня, к сожалению, пока нет ставки. Есть только процент от продаж, и, ну, наверное, недельку я так более или менее плотно этим занимаюсь. К сожалению, пока что продать ничего не удалось. Люди, ну, так неохотно общаются. То есть те, кто хочет что-то купить, они сами звонят, они сами оставляют везде заявки, их очень легко как бы распознать. А вот те, которые там, допустим, зарегистрировались на какие-то открытые уроки или еще что-то, и часто очень сложно до них дозвониться. Многие хотят, многие думают. В общем, как бы мы работаем, ну, вот с ними, да, там общаемся. Вот, возможно, я ни черта не понимаю, как говорить, какая там структура, скрипт продажи. Ну, в общем, учусь как бы этому. По факту пока результаты 0. Что еще? Какие были еще варианты, как заработать денег? Я думаю, что один из классных вариантов будет это искать выходцев из компаний, у которых собственники и команда, возможно, полностью или частично состоит из выходцев из постсоветского пространства. То есть хотя бы часть моего общения будет на русском языке, там русский, украинский. Даже пускай моя работа будет в этой компании заключаться в том, что я должен буду писать и звонить на английском языке, это окей. Но если у меня будет какое-то время на доучить английский, потому что, ну, не совсем это тот английский, что я могу раз и позвонить клиентам, там, какому-то там большой компании, а тем более американцам, да, и поговорить с ними свободно и продать какую-то услугу той или иной компании. В общем, немножко будет сложно. Но вот всякий бэк-энд делать по типу переписка, доводить лидов до сделки, да, вести скеджулинг, то есть назначать аппоинтменты, всякие там напоминания, может быть, личным ассистентом для кого-то. Естественно, если там будет необходимость разговаривать на английском языке и вести в дальнейшем всю работу на английском, я тут же займусь этим в свое свободное время и буду усиленно его изучать. Просто мне нужна возможность в такой компании. И вот, собственно, я думаю, это будет лучшее решение. Это сейчас найти какую-то компанию, которая находится, ну, неважно где, в США,
где я смогу с людьми коммуницировать на русском, украинских языках. И они мне дадут возможность доучивать мой английский, но уже начать работать сейчас. И там будет хотя бы какая-то минимальная базовая ставка. Ну, то есть, если это, там, не знаю, $700 ставка, даже $500 ставка, но нормальный, понятный процент, за что ты их будешь получать, там какие-то бонусы, выплаты, возможность расти вместе в этой компании, я просто ныряю туда с головой. Вопрос. Как искать эту компанию? Но если бы я сейчас устроился в какую-то компанию онлайн работать, и у меня выходило там $1500 со всеми бонусами и выплатами, то это было бы окей. Параллельно мне нужно было заниматься своими проектами. И вот тоже какие это будут проекты, пока непонятно. То есть, возможно, это будут мастера вот эти, да, на Латинскую Америку. Или, может быть, я сейчас смотрю в сторону автоматизации, искусственного интеллекта. То есть то, что, кстати, где я сейчас вот работаю, да, в моей компании, то, что продается, какие курсы обучающие продаются. И, блин, это так интересно, прикольно. И вот мне нравится автоматизация. Вайб-кодинг, не знаю, возможно, вайб-кодинг я смогу использовать как... Ну вот, мне нравится автоматизация, потому что там вообще без разработки. В общем, сын делает сейчас такую штуку, автоматизацию для малых компаний, которые теряют звонки. То есть ты им просто звонишь, они тупо не берут телефон. И вот он делает такую штуку, что с помощью его автоматизации будет трубка браться, и типа нормальным голосом будет разговор, то есть типа привет, да, как дела, там, что ты хочешь, какую услугу, на когда хочешь, есть такие-то слоты. Эта штука бегает, смотрит скеджулинг и как бы записывает тебя, уточняет твое время, то есть твое имя, твой там телефон, ну в общем нужные данные для твоей компании. И блин, это супер крутая штука. Ну, я говорю, блин, ты только что сделал такую штуковину, которая меня может заменить в компании вот просто вот так вот, бом, в считанные секунды. И я, кстати, тоже в этой компании сейчас продаю курсы по автоматизации. То есть, по сути, я продаю то, что можно оптимизировать, автоматизировать и заменить меня. Ха-ха-ха. Это очень... прикольно. Но все равно меня это не расстраивает, вот, потому что, кстати, сама по себе деятельность продажника, тоже я как бы с ней не определился, мне это нравится или нет. Да, я всю жизнь в продажах, но я до сих пор не понимаю, это классно, круто, это перспективно, можно в этом прокачиваться, расти. Продавать какие-то штуки в айтишке, например, очень дорогие какие-то интеграции в будущем. Или самому лезть в эти технические штуковины, интеграционные. Не знаю. Пока непонятно. Я понимаю, что нужно просто пробовать. То пробовать, это пробовать. И, наверное, я буду говорить как бы свой честный отзыв о том, что я попробовал. И, наверное, по странной мимике моего лица будет понятно, ну, что где я там подбрехиваю, да, где я правду говорю, там, что мне нравится, а что нет. Ну, я уже понял, что от людей вообще ничего не скрыть, потому что, исходя из того, из моего опыта первого выпуска YouTube-канала, люди вообще видят все, даже что ты там о себе даже не видишь и не знаешь. И очень сложно что-то там играть кого-то, да, кем ты не являешься. И что, кстати, очень прикольно и мне нравится. Да, кстати, по поводу Mercado Libre я говорил, что, возможно, я буду заниматься перепродажей техники Apple, в том числе изучаю Mercado Libre и изучаю, ну, что изучаю? Изучаю работу местного Фейсбука, маркетплейса. Пока все двигается хреново, пробую продаваться
там приставку Nintendo, и детские там вещи, чемоданы, всякую там мебель. В общем, все, что нам не нужно, я пытаюсь продать и играюсь там с ценами. Ну, чтобы что? Чтобы аккумулировать денег, закупить нужные там Apple айфоны или ноутбуки или еще что-то, и на этом заработать денег. Это была одна из моих гипотез, которая, понимаю, что не особо рабочая, потому что для того, чтобы зарабатывать мне сейчас на технике, нужно вложиться много в технику, да, а у меня как бы особо нечем вкладываться, вот, то есть, чтобы заработать на каждой единице даже хотя бы 100 баксов, это 1000, это, боже мой, сколько это? 100 баксов, это 150 тысяч песо, да, то есть мне нужно, допустим, продать 10 там макбуков, 10 макбуков, да, или там 10 айфонов. Ну, возможно, у меня получится зарабатывать с каждой единицы больше, чем эта цифра, но я в это не верю. Ну, не верю. Я не вижу, чтобы вот здесь так массово был такой рынок. Ну и плюс это привязка. Это физическая привязка к товару, к физике, не хочу. Короче, куча может быть проблем, вопросов. iCloud, ремонты, гретые, залитые ноутбуки. Боже, я как вспомню, это меня вгоняет в ужас и в истерику. Я просто думаю про деньги короткие здесь и сейчас, да, как это можно все сделать, как это все можно осуществить. Если, например, сравнить вот там здесь продажа техники, да, а здесь там, например, автоматизация малого бизнеса и, например, продавать им услугу, там, сделать им чат, который искусственный интеллект будет, ну, я не могу это внятно, нормально объяснить человеческим языком, это предстоит, искусственный интеллект мне подскажет, как правильно это все красиво обыграть, уже мозгов у нынешних людей не хватает для того, чтобы это делать самостоятельно. Приходится использовать опыт всего человечества, обработанный машинами, для того, чтобы быть сейчас и здесь, и зарабатывать деньги. Так вот, я уверен, что если я научусь хоть что-то делать в автоматизации на сегодняшнем рынке, мне кажется, вообще пофиг даже на какую страну, даже на постсоветское пространство, если работать, то, наверное, можно будет зарабатывать там свои 500 тысяч долларов гораздо легче, чем это делать с перепродажи ноутбуков техники. Вот, ну, только потому что, типа, тренд сейчас на это все. Вот, и как бы последняя мысль, надо скоро ехать сына забирать. Последняя мысль, которую я хотел сказать, что мне еще интересно в интернете сейчас, это контент, вот создание видеоконтента. Я вижу, там есть курсы такие, типа мультяшки делать, да, там прям нормальные мультики делать. И есть курсы, как делать фильмы с помощью искусственного интеллекта. И вот там, например, взять тот же, ну, где и как это можно применить, как можно зарабатывать. Тот же UGC контент, да, то есть то, о чем я практически ничего не знаю, кроме того, что это означает. Бренды присылают тебе какие-то товары для того, чтобы ты их отрекламировал. Ты многодетная мать такого-то возраста, и дети у тебя такого-то возраста. Все, присылают какие-то, я не знаю, к примеру, там детские игрушки, и вот там описание задачи, что нужно там, чтобы вы там поиграли там с этими игрушками, и там что-то говорили, не говорили. Так вот, я вижу, что сейчас очень популярно это все, плюс контент, ну, также возможно, чтобы этот контент был создан искусственным интеллектом. То есть с помощью вот этих всех инструментов нейросетей. И эта штуковина набирает обороты. Вот. А где еще применяется искусственный интеллект и как на этом заработать, я не знаю. Но как бы смотрю, изучаю в силу того, где я сейчас работаю, да, и какие курсы я там
пытаюсь продать. Короче, наговорил целую кучу всего. Хотел успеть просто за час поделиться своими мыслями. Вот как я наговорил кашу, да, вот примерно такая каша у меня в голове. Сегодня-завтра я с этим определюсь и как бы скажу, что какие направления я выбрал. Спасибо вам за то, что со мной в начале этого пути. В камеру не смотрю, я не знаю, это плохо или хорошо. Мне нужно себя заставлять смотреть камеру и как бы не отвлекаться по сторонам. Или то, что я смотрю по сторонам, как бы окей и никого не напрягает. Дайте мне знать об этом. Или нет, вот это давай. Что это вообще такое за шишки? Кто знает, напишите, я вообще не понимаю. Вот это я лучше. Вот это что-то типа елки какой-то. Да. Короче, я в этом ничего не понимаю. Да, это попугай. Прикольно. Крутяк. Ходили в магазин, возвращались назад и увидели лошадь. Просто лошадь стоит. Хотим Милане показать. Стремно, конечно. Она ж может быть сумасшедшая какая-то, да? Или нет? Или только люди бывают сумасшедшие? Такая смелая. Чё? Не знаю, что. Настя. Я просто в селе не жил, я как бы не в курсе. Милана может успевать такой настырный. Надо подстричь и помыть. Как-то. Я сразу задумалась, вспомнила, как Кирилл хотел лошадь домой. Вот у нас когда будет.
То есть, ну она какая-то такая худющая, да? Да. Может она молодая какая-то, я не знаю. Молодая. А в наше время тоже до сих пор сейчас подковы делают, да, лошадям? Конечно, как они будут? То есть, грубо говоря, Хотя кто, у